Всем привет! Стерео. Стерео было изобретено в 1934 или 1936 году. Тем не менее, по сути, никакого стерео до 50-х годов не было, потому что и Глен Миллер, и Фрэнк Синатра, они все записаны в моно. Одни из первых записей, наверное, может быть, Beatles, первый пресс, первый альбом, он вышел в двух версиях. Первая была в моно, первый пресс порядка 1000 экземпляров. И второе издание, оно вышло в стерео. Так вот, на сегодняшний день винил первого пресса в моно стоит примерно раз в 10 дороже, чем более поздние издания. Но это уже коллекционный вопрос, это немножко другое, да? По сути, смотрите, до появления мультитрека у звукорежиссеров не было возможности создавать стерео и моделировать пространство, потому что задача звукорежиссера, собственно, состояла в том, чтобы снять то пространство, которое уже существует. То есть, поставить микрофоны и как-то там это все записать. А первые стереозаписи, опять же, если говорить о том Beatles, о первом альбоме, то, наверное, многие из вас слышали эти записи и помнят, как они звучат. Они звучат, на самом деле, очень ужасно, потому что как такового стерео там не было. Там было барабаны в левом ухе, бас-гитара в правом, и такое полярное панорамирование. По сути, это говорит о том, что на самом деле звукорежиссеры в то время плохо понимали, что такое стерео и как, собственно, его делать. Да? Что такое стереополе, что такое акустика, глубина и широта стереозаписи. Следующие первые рок-треки, начала 70-х, там тоже все очень по-разному, но, как правило, звукорежиссеры старались все панорамировать очень жестко налево или направо. Да? Допустим, там орган – левый канал, гитара – правый канал. Вокал, соло посередине. Моделировать пространство тоже не было возможности, не было цифровой реверберации, и звукорежиссеры того времени, фактически они снимали, допустим, какое-то помещение, какой-то зал, и в этом зале записывали естественную акустику. Звучало это все достаточно грубо, полярно, и вот такое панорамирование, оно, как правило, приводит к тому, что у вас очень плохая моносовместимость, да? То есть вы понимаете, если вокал у вас звучит и в левом канале, и в правом канале, то +1 и плюс еще 1 в сумме в моно они давали 2. В то время как орган и гитара уходили с цифры единицы. То есть все, что панорамировано налево и направо, оно звучало в моно уже в 2 раза тише, чем по сравнению с тем, что было в центре. К середине 70-х, скажем, если мы говорим Led Zeppelin, Physical Graffiti, ранние альбомы Queen, они стали звучать совсем по-другому. Здесь вопрос такой. Понятно, что они поняли, что нельзя панорамировать бас-гитару влево, барабаны вправо. Они поняли, что панорамирование на 100% налево и направо приводит к плохой моносовместимости. Но логика была примерно такая. Мы посадим нас, слушателей, в лучшее место в зале. Где лучшее место в зале? У сцены прямо? Думаю, что нет. Последний ряд? Тоже вряд ли. Значит, лучшее место – это центр зала. Вопрос, сколько метров из центра зала до сцены? 20 метров. Барабаны сзади. Вокал, бас-гитара в центре. Орган, например, левее. Гитара правее. Большие расстояния, 15-20 метров, большие концертные залы. Сколько градусов у вас будет до сцены, от левого до правого? 15-20 градусов. Да? То есть такие записи характеризовались очень большими пространствами, очень узкой стереобазой и большими объемами. То есть реверберация бралась либо естественная, так как это делали Led Zeppelin, Deep Purple, либо использовались пластинчатые ревербераторы, либо использовались камеры, реверберационные камеры, так как они построены были на Abbey Road и других студиях. Это была классика. Вся рок-классика звучит примерно вот так. А сейчас я предлагаю пойти в студию и послушать, что такое стерео 60-х, 70-х, и посмотреть, собственно, как работали в то время звукорежиссеры. А потом мы вернемся сюда и поговорим с вами уже
о более современных записях и попробуем понять, как развивалось стерео и пространство в более поздние годы. Ну вот, теперь мы в студии. Давайте посмотрим, как звучат записи 70-х, что такое стерео 70-х и как оно звучит. Highway Star. А теперь давайте послушаем то же самое, попереключаясь в моно. Ну, вы слышите, да? Моно съела малый барабан, съела оверхеды железа, хед, тарелки стали тише, томы тоже ушли на второй план. Теперь давайте посмотрим, как панорамирована гитара и орган в этом треке. Орган у нас справа, гитара слева. Насколько орган справа и насколько гитара слева. Сейчас я включу правый канал, и мы послушаем, есть ли там гитара. Гитара есть в правом канале, значит, она стоит не на 100%. Хотя для такой записи было бы характерно как раз гитару поставить, ну, не характерно, а характерно для того времени, панорамировать ее жестко налево. Теперь то же самое относительно органа. Слушаем, есть ли орган в левом канале. Сейчас сначала мы найдем, где он у нас играет. Он у нас вот здесь играет. Вот он, да, вот он у нас в правом канале. А теперь слушаем левый канал. Его нет, его нет. Значит, он панорамирован на 100% на правую сторону. Соответственно, в моно орган будет проваливаться так же сильно, как и, допустим, там малый барабан. Проверяем. Ну и давайте теперь послушаем, что у нас будет, если мы раздвинем очень широко стерео. Какие инструменты выделятся. Тарелки и хед вылезли, да, значит, это были очень широко разведенные оверхеды, микрофоны, которые стояли над головой у барабанщика, потому что тарелок в стерео стало существенно больше. Ну и томов тоже стало больше. В моно томов будет меньше.
тем не менее, они остаются. То есть, в принципе, это приемлемо. Но на самом деле это не очень хорошая моносовместимость, но это характерно именно для 70-х, тем более, ну, это запись 72 года. Поэтому это вполне допустимо, и, ну, тогда такое было мышление. Хорошо, мы посмотрели с вами, как звучит стерео 70-х, и как эти записи звучат в моно, какова моноадаптивность. Теперь давайте мы с вами пойдем к доске, и я вам немножко еще расскажу о философии построения пространства, подхода к стерео и пониманию стерео. И мы с вами постепенно перейдем к нулевым и к 20-м годам. Есть еще одна очень интересная особенность в истории развития построения пространства, мышления звукорежиссера, начиная там 50-х, 60-х и заканчивая современными тенденциями. На то, как звукорежиссеры относились к пространству, очень сильно влиял социальный статус музыканта. Давайте возьмем, скажем, там 75-й год. Все группы топовые, да их было всего, наверное, десяток, этих топовых групп, и выпускали они по одному альбому в год. Ну, то есть, если я фанат группы Queen, то второго альбома мне следующего ждать, по крайней мере, год выпуска следующего альбома. То же самое там касается Deep Purple, Kiss, Kiss уже более поздние. Звезды были настолько огромными и большими, а мы такие маленькие, там где-то в последнем ряду сидим и слушаем: «О, сейчас я буду слушать Queen, Фредди Меркьюри». Какое счастье, да? И выходило десяток альбомов, значит, фан целый год слушал один и тот же альбом. Ну, в лучшем случае он поклонник там 5-6 групп. Они заслушивались, эти альбомы, до дыр, так, чтобы пластинки переписывались на ленту, потом они менялись, и звезды были огроменной величины, а мы были маленькими. К нулевым годам появилось много цифровых примочек и приблуд, которые позволили удешевить запись и увеличить выпуск количества музыки, которая выходит в год. В нулевые люди уже устали от этой величины больших звезд, им захотелось быть ближе к звездам. И звукорежиссеры захотели посадить музыканта непосредственно рядом с вами, чтобы вы протянули руку и достали до бэк-вокалиста. А лид-вокал вы слышите так, как будто вы видите гланды вокалиста. Он прямо вот здесь у вас, перед носом. И вы должны были попасть в окружение музыкантов. Музыка стала демократичнее, у нас появился интернет. Мы можем написать письмо на почту Моби, и, скорее всего, нам кто-нибудь ответит. Может быть, не сам Моби, но вполне вероятно. Мы сейчас сотрудничаем со всем миром. Музыканты очень тесно связаны друг с другом. Неважно, в какой точке земного шара вы находитесь. Также и позиция звукорежиссеров тоже изменилась. И вот картинка, которую мы слышим в нулевые, допустим, R&B, ранний Бритни Спирс, они звучат совсем по-другому, не так, как звучали классические рок-треки. Итак, посмотрим на эту картинку. Голова находится внутри этого малого барабана, потому что он бьет вам в лоб и разлетается в разные стороны. И так очень много инструментов, которые создают иллюзию того, что вы находитесь вот прямо рядом здесь. Вот музыка создается прямо сейчас и прямо здесь рядом с вами. И вы находитесь в процессе создания этой музыки. Но если оставить запись в таком виде, надо понимать, что широкое расположение всех инструментов в пространстве и в очень ближнем плане приведет к тому, что, по сути, у вас не будет ни лево, ни право, у вас будет просто все широко, и это называется широкая моно. Такие фонограммы звучат крайне плоско, крайне не локализованно, потому что наш мозг, он устроен таким образом. Да? Если мы слышим лид-вокал, который вот здесь, и бэк-вокал, который вот здесь, то и пока не появится дальний план, пока не появится синт, который будет звучать как точечный источник звука, и находиться на расстоянии 20-30 метров абсолютно в своем пространстве, которого не может быть в принципе, это уже пространство, которых в природе быть не может. И пока мы не услышим этот точечный синт, нам не с чем соотнести те инструменты, которые находятся в ближнем плане. Как только наш мозг слышит: ага, вот этот синт там, вот очень далеко, он в дальнем плане, он понимает, что вокал находится близко, а синт далеко.
То есть создание перспективы и глубины фонограмм позволяет создать реальную перспективу и глубину, простите за повторение. Флейтер будет находиться в дальнем плане, и это создаст вам перспективу. Но у вас еще есть средний план, а в среднем плане у вас будет широкий пэд, у вас будут хэты, который один находится слева, другой находится справа, и это средний, ближний план и дальний план. То есть у вас плюс, но к нулевым годам звукорежиссеры уже освоили тыловую область, и они научились создавать фантомные образы, которые размещены в тыловой области. И у вас вот здесь может оказаться, допустим, какая-то перкуссия, какие-то additional партии, которые там она появилась один раз всего во втором куплете эпизодически, да, и она находится в тыловой области. К чему мы пришли? Широта стереобазы 360 градусов. То есть мы занимаем все поле и окружаем слушателя со всех сторон, в том числе и сзади. Глубина фонограммы. У вас есть совсем ближний план, у вас есть средний план и у вас есть дальний план. Без вот этого дальнего плана ваша фонограмма все равно будет плоской. Для того, чтобы сделать фонограмму реально глубокой и широкой, вам нужно обязательно продумать вот эти все три плана, когда вы создаете стерео. Плюс полный отказ от полярного панорамирования. То есть надо иметь очень веские причины для того, чтобы панорамировать на 100% какой-то один инструмент. Очень веские основания должны быть у звукорежиссера. Давайте мы поговорим и послушаем, как это звучит в нулевые уже. У меня трек Eat You Alive группы Limp Bizkit. Вот так вот он звучит. Ну, вот очень интересно. На первый взгляд, по картинке мы видим, что у нас гитара во вступлении панорамирована жестко на 90 градусов налево. На самом деле это не так. В правом канале тоже есть гитара. То есть здесь уже люди понимали, что нельзя панорамировать на 100% налево или направо. И даже если она панорамирована очень жестко, здесь это оправдано, да, за счет именно характера трека, то все равно в правом канале что-то звучит. Давайте послушаем, что звучит в правом канале. Немного. На мой взгляд, вот для этого трека это оправдано. Гитары звучат очень широко, но давайте проверим моноадаптивность. У меня есть вот здесь вот опять стереоимиджер, который сведен в моно. И если он активен, то у нас звучит моно. Если он не активен, то у нас звучит стерео. Но я бы сказал, что это очень хорошая моноадаптивность. Гитары действительно звучат очень мощно, гитары звучат очень широко. И еще, обратите внимание, тут применен такой прием. Для того, чтобы гитары не... Гитар очень много, да? И вокалист с малым барабаном, они такие вот выглядывают оттуда, чуть-чуть их еле-еле слышно. Но для того, чтобы они остались разборчивы, четкие и понятны,
В этом треке на гитаре и на малом барабане моноэффект строго в центре. То есть при широких и мощных гитарах у вас четкий фундамент и четкий центр для вокалиста и малого барабана. Я сейчас еще раз включу, обратите внимание, и когда я нажимаю моно, малый барабан и вокал не меняют свои позиции, и эффекты тоже остаются такими же, как они и были в стерео. То есть центр строго отдали под вот эти два инструмента. За счет этого вокал не тонет в гитарах. Бэки панорамированы один налево, другой направо. Ну, это возможно, но в принципе очень хорошее сведение и очень хорошую моносовместимость. Хотел еще одну вещь вам показать. Что происходит, когда вы начинаете расширять очень сильно фонограмму? Просто становится в моно тише, потому что по сути вы просто удаляете из нее центр. Вот на этой дорожке у меня стоит еще один стерео-имиджер, и когда я буду его менять от моно к стерео, вы услышите, что фонограмма в моно просто будет тише, потому что вот здесь у вас стоит моно. То есть мы все изначально слушаем в моно. При переходе в очень широкое стерео мы просто удаляем центр, и вокал и малый барабан становятся тише, ну, вместе с бочкой и с басом. При этом стерео будет звучать красиво и очень соблазнительно, а на самом деле это неправильно. Расширили. Красиво. Круто. Нам так кажется, что это круто. На самом деле это не круто. Включаем моно и проверяем то же самое на моносовместимость. То есть мы тем самым потеряли лупсы, потеряли относительную громкость интегрированную и просто удалили центр. Гитары остались так же. А вот вокал и малый барабан стали тише. Хорошо. И давайте еще одну послушаем фонограмму 7 Seconds. Ну, вы ее все знаете. Обратите внимание, насколько... есть хорошие сведения, есть отличные сведения. Отличные сведения отличаются от хороших тем, что они действительно отличаются в сторону неожиданностей каких-то. Да? Вот в этой фонограмме string pad, который является фактически здесь главным инструментом, он занимает огромное место в стерео, он очень широкий, и он звучит аж прямо вот так вот у вас сзади за ушами. И когда я нажму моно, просто этот пэд станет чуть потише. Но это, в принципе, вот для данного сведения это оправдано. Ну и теперь более чуть поздняя запись, это Бритни Спирс. Обратите внимание, конечно, они хотели сделать очень громкий трек, поэтому они не стали разводить очень сильно инструменты. Ну, давайте послушаем, что там у нас разведено. Ну, моносовместимость может быть чуть лучше, чем у Limp Bizkit и похуже, чем 7 Seconds. Но в принципе все звучит очень близко, все очень звучит ярко. По краям у вас только эффекты, и хэд смещен в правую сторону.
вот давайте посмотрели 3 фонограммы, немножко разные, ну, стилистически абсолютно разные, а по времени, ну, небольшой у них разброс есть, но вы понимаете, что, да, мы не можем сказать, что вот это началось там 31 декабря 99 года, а закончился этот подход в 2010 году. Нет, такого нет. Фонограммы всегда, они как-то растянуты во времени. Некоторые звучат опережая свое время, некоторые отставая от своего времени. И не всегда это плохо, потому что в этом есть как бы стилистика, и есть подача и собственный смысл. Да? То есть наиболее узкая из этих фонограмм – это Бритни Спирс. Наиболее хорошая моносовместимость – это Бритни Спирс. Хотя Лимп Бизкит, в общем, не уступает, при том, что она очень широко звучит и очень напористо. Ну вот, посмотрели, что у нас было в нулевые. Посмотрели, что у нас было в 90-е, в 60-е, 50-е. Вот. Теперь давайте-ка вернемся к сегодняшнему дню и посмотрим, какие тенденции у нас сейчас и что происходит с пространством и мышлением звукорежиссеров и продюсеров на сегодняшний день. Нулевые. Звезды стали меньше, звезды стали ближе. Звезд стало больше. И, соответственно, и размещение инструментов в пространстве и понимание стереополя у звукорежиссеров тоже изменилось. Пространства стали очень близкими. Мы устали от холлов 480-го лексикона, когда вот это все огромная величина, огромные расстояния. И из-за этого, собственно, фонограммы тех лет, они звучат достаточно грязно. И не всегда это хорошая моносовместимость. То есть для тех фонограмм моносовместимость, хотя она была принципиально важной, потому что не так много было где стерео, по крайней мере, все телевидение вещало в моно. FM-радио появилось в России попозже, но и в Европе тоже все-таки оно появилось в стерео, и там вещало стерео. Но вопрос моносовместимости для звукорежиссера был прямо кардинально важен и кардинально ответственный. Итак, после близких нулевых слушатель опять устал от этих близких расстояний, от этих близкого вокала, и захотелось какой-то широты, полета, да? Опять больших пространств захотелось. Но в то же время мы не могли, как звукорежиссеры, вернуться в 70-е и сделать вот эти холлы, и тогда опять фонограмма будет звучать грязно. Поэтому появился новый подход. Вся реверберация работает через сайдчейн компрессию от вокала, или не только от вокала. Прежде всего, упор на автоматизацию пространств и изменений в пространстве. Появились новые подходы, когда у вас куплет звучит в одном пространстве, бридж в другом пространстве, а припев в третьем пространстве. А в куплете оно опять меняется туда, а потом у нас появляется яма, и у нас вообще все разлетается, все полетело. То есть пространство стало меняться гораздо быстрее. Итак, если попробовать это как-то графически изобразить, то у нас получится так. Допустим, куплет, верс, вокал близко, пэд средний план, хай-хеты по краям, но не очень широко, но все-таки широко. И FX или синты какие-то занимают дальний план. Тут что-то взорвалось, тут что-то упало, тут появился разгон па-бам-па-бам перед припевом. Тут у нас еще какой-нибудь синт. И опа, это у нас верс. Мы переходим в прехорус. В прехорусе после брейка и перехода с FX у нас вокал занимает средний план. Он достаточно быстро и сильно отдаляется. Появляется, допустим, дилей, который отдаляет его. Кроме дилея появляется дабл-трек. А любой дабл-трек он обезличивает и тем самым отдаляет его. Если нет дабл-трека, вокал звучит близко, интимно. Как только появился дабл-трек, вокал отдалился. В большинстве случаев. Есть случаи, когда наоборот вокал становится широким стерео. Вокал отдалился, но парам-парам пэды появились, остались на том же месте, где и были. FX работают точно так же. Появился, допустим, тамбурин с большим плейтом и очень дальнем плане с очень длинным плейтом. Появился, допустим, еще какой-то новый синт. По эффекту мы составляем все то же самое. Дальше, в хорусе. А в хорусе мочи со всех орудий. Значит,
Ближних планов нет вообще. Вокал плюс дабл-трек занимает средний план. Простите, дабл. Плюс у нас появляется бэк. Ну, например, терция наверх. И еще одна терция наверх. И еще у нас появилась октава, которая и все это вместе имитирует, допустим, почти хор или что-то в этом роде. Минус 12. Октава вниз. Все остальное осталось практически таким же, но обязательно появится какой-нибудь арпеджиатор, который будет занимать средний, ближний план и мочить со всех орудий. Дальше мы переходим в куплет и возвращаемся сюда же. Плюс, ну, я сказал, да, на всех FX, я имею в виду холлей, реверберация, дилей, обязательно сайдчейн компрессия от инструмента или вокала. По сайдчейн компрессии есть отдельное видео, ссылка будет внизу, если интересно, посмотрите. И что же у нас происходит к 2020 году? К 2020 году мы движемся дальше. Ну, первое, что изменилось в отношении... Война громкостей, блин, это невозможно, но никто ее не отменял. И все клубные фонограммы, по сути, в 2020 году звучат практически все в моно. Очень маленькое количество инструментов. Все очень плотно, зажато, компрессировано. И в стерео у нас остается только фактически эффект. Потому что кик, снейр, ударный, вокал, арпеджаторы, все в центре, все in your face и все прям там в лицо. Вот. За счет этого появляется офигительная моносовместимость. Фонограммы звучат не очень широко, но они впечатляют, потому что они очень громкие. Потому что вы нажимаете кнопку моно, и по сути-то в фонограмме ничего не меняется, кроме того, что эффекты становятся чуть тише и отдаляются. И это уже совсем другая позиция. Плюс еще одна новая тенденция. Это уже с 10-х годов все это появилось, все это работает и делается это таким образом. Допустим, у вас есть ключевая фраза, неважно какая ключевая фраза, которую вы очень хотите, чтобы аудитория ее запомнила. Да? Чтобы она ее запомнила и чтобы обратить на нее внимание, очень детально прописывается изменение пространства именно на эту фразу. Она может либо очень сильно отдалиться, либо, наоборот, максимально близко к вам приблизиться. Либо делает так, что она в триольном размере, например, скачет из ближнего в дальний план и тем самым ритмикой подчеркивает эту фразу, и вы не можете ее не заметить, вы не можете не обратить внимания на нее. Вот эта детальность и проработка вот таких вот эффектов, которые обращают внимание аудитории именно на ту фразу или на тот эффект, который вы хотите подчеркнуть, ну вот это, наверное, особая тенденция 20-х годов. Ну, по примерам, допустим, там тот же Тимати, Моргенштерн, это из вот наших, Дуа Липа это из европейских. Ну, по Дуа Липа есть отдельное видео, опять же скажу, если кому интересно, будет вам ссылка, и можно посмотреть, там я делаю разбор как раз вот такого эффекта, похожего на это. Еще очень интересное видео на эту тему. Это группа Magic, тоже ссылка будет внизу. Трек называется Red Dress. Тоже очень интересная продюсерская работа с точки зрения проработки эффектов и мышления продюсера по отношению к слушателю. Тоже, если интересно, тоже гляньте, она будет внизу. Сейчас я предлагаю пойти в студию и послушать на примерах, что у нас изменилось с нулевых к 20-м годам и как это все звучит. И еще раз по моносовместимости. То есть чем шире ваша фонограмма, чем полярнее вы разносите инструментов, тем хуже моносовместимость. Ну вот, я вас немножко познакомил с современными тенденциями. Теперь хотел бы вам показать это на примере. У меня трек Моргенштерна и Тимати достаточно свежий, очень даже, скажем, свежий. Вот. И давайте мы его послушаем на предмет широты стерео и на предмет моносовместимости. И над чем, собственно, работали продюсеры в этом треке. Проблема, ламбо или ферра, примеру, с огромным хером у меня. Проблема, ламбо или ферра, примеру, с огромным хером у меня. Проблема, ламбо или ферра.
Ну, вы слышите, да, что он звучит практически в моно. У вас в краях только спецэффекты и эффекты реверберации. Больше, в принципе, в краях ничего нет. Даже стринги и все остальное, оно все в моно. Плюс общая тенденция – это минимализм. Посмотрите на количество инструментов. Количество функциональных основных инструментов, ну, если говорить, что драмс – это что-то одно, бас – все, драмс и бас. Ну, там есть какой-то пэд, который подпирает, а все остальное сделано эффектами. В чем дело? Опять же, минимализм дает вам возможность выиграть громкости трека. Чем меньше инструментов, тем он громче. Чем он больше моно, тем он более громкий. Чем лучше моносовместимость, тем он будет лучше звучать в клубе. И теперь давайте послушаем тот же трек, только уже я попереключаюсь в моно-стерео и покажу вам, что будет, если его расширить. То есть, ну, на самом деле его расширить особо и невозможно, потому что он фактически весь в центре и весь моно. Опять же, у меня первый S1 стоит на максимальную ширину. Ставим всю дорожку в моно и дальше активируем и деактивируем вот этот плагин, который нам расширяет ее. Потом послушаем то же самое в стерео. Практически ничего не меняется. Нажимаешь моно, он звучит так же, как он и звучал. Ну, кроме там что-то шуршит в краях. Но громкость его не меняется. И вы помните, да, мы ставили на Лимбискит то же самое, и трек становился сильно тише. А теперь давайте то же самое послушаем в стерео. Сейчас он в байпасе. Ну да, эффектов становится больше, реверберации становится больше, и, собственно, на этом все. Ну, к сожалению, я сейчас вам не показал вот эти примеры, когда за счет временных эффектов продюсеры выделяют какую-то отдельную фразу. Но я вам сказал, какие видео посмотреть. Посмотрите, там это есть, и там это очень хорошо применено, очень здорово сделано. Да, на этом все. Спасибо всем. Пока.